Что если люди в черных костюмах, которые приходят к очевидцам НЛО и требуют молчать, это не агенты правительства? В 1953-м Альберт Бендер закрыл крупнейшую уфологическую организацию США после визита троих мужчин в черном. Он отказывался говорить о случившемся следующие 10 лет. Очевидцы по всему миру описывают одинаковые детали. Бледная кожа, отсутствие бровей, механическая речь, машины без номерных знаков и один вопрос: что именно ты видел? Они появляются раньше, чем жертва успевает кому-то рассказать. Альберт Бендер так и не назвал имен. Но в 1962-м он все же написал книгу, в которой описал троих визитеров как существ с горящими глазами, способных материализоваться прямо в закрытой комнате. Никаких дверей, никаких следов, просто три фигуры в черном, стоящие у его кровати посреди ночи. Официальная версия десятилетиями была простой. Люди в черном — это сотрудники военной разведки или ЦРУ, которые запугивают свидетелей неудобных инцидентов. Версия удобная, логичная и почти полностью разваливается при проверке. В 1967-м доктор Герберт Хопкинс из штата Мэн принял у себя дома человека, представившегося исследователем НЛО. Гость был лыс, без бровей и ресниц, с ярко накрашенными губами. Как выяснилось позже, губная помада размазалась у него по лицу прямо во время разговора. Хопкинс изучал дело об НЛО над Мэном. Гость попросил его уничтожить все материалы. Затем сказал, что у него в теле осталась ровно одна монета, и предложил доктору угадать, где она исчезнет. Монета растворилась прямо в ладони Хопкинса. После этого гость встал, сказал, что его энергия на исходе, и вышел из дома. Хопкинс выглянул в окно через несколько секунд. На дороге не было ни машины, ни человека. Хопкинс уничтожил все материалы по делу в ту же ночь. Ни одна спецслужба мира не располагает сотрудниками, которые умеют растворять металлические предметы или исчезать с пустой загородной дороги за несколько секунд. Именно поэтому часть исследователей отказалась от версии о правительственных агентах еще в 70-х. Вторая версия — экстратерриториальная. Люди в черном являются представителями той же цивилизации, чьи аппараты видят очевидцы. Их задача — контроль над утечкой информации. В пользу этой версии говорит не только поведение визитеров, но и их физиология. Несколько десятков задокументированных случаев содержат одинаковые описания. Рост выше среднего, непропорционально длинные пальцы, кожа без пор, глаза почти без белков. В 1976-м журналист Джон Киль, который провел несколько лет, собирая показания очевидцев по всей территории США, написал, что люди в черном не похожи ни на один известный тип человеческой внешности. Он также зафиксировал, что несколько свидетелей, независимо друг от друга, описывали запах озона, который оставался в комнате после визита. Третья версия появилась позже и оказалась, пожалуй, самой тревожной. Ряд исследователей предположил, что люди в черном не являются ни людьми, ни инопланетянами в классическом смысле. Они что-то среднее. Биологические конструкты, созданные для выполнения одной конкретной функции. Именно этим объясняется их механическая речь, странная походка и то, что они никогда не едят и не пьют в присутствии свидетелей, хотя иногда пытаются имитировать это поведение. В одном из задокументированных случаев 1968 года женщина из Коннектикута описала, как двое мужчин в черном сидели за ее столом и смотрели на чашки с кофе, не притрагиваясь к ним. Примерно так, как человек смотрит на инструкцию, которую не успел дочитать. Ни одна из этих версий не объясняет главного, откуда они знают о свидетелях раньше, чем те успевают заговорить. Свидетели почти никогда не могут вспомнить лица людей в черном сразу после визита. Не потому что боятся. Просто детали не фиксируются, как будто память намеренно обходит этот участок. Хопкинс после своего визитера 3 дня не мог описать форму его носа, хотя сидел напротив него больше получаса при хорошем освещении. Томас Деренбергер из Западной Вирджинии встретил человека в черном в ноябре 1966 года. Через несколько дней после того, как видел зависший над шоссе светящийся объект. Мужчина подошел к нему на парковке супермаркета среди дня. Дернбергер описал его как высокого, с темными волосами и абсолютно гладкой кожей, без единой морщины, несмотря на то, что возраст визитера явно был немолодым. Когда Деренбергер попытался запомнить цвет его глаз, он не смог. Позже он говорил, что смотрел в них несколько секунд и видел там что-то, что заставило его отвести взгляд. Не угрозу. Просто пустоту, от которой становилось физически некомфортно. Именно эта деталь, взгляд, повторяется в показаниях свидетелей чаще всего. В 1968 году офицер военно-морского флота США по имени Карлос Альворес подал официальный рапорт после наблюдения НЛО у берегов Пуэрто-Рико. На следующий день к нему домой пришли двое мужчин в черных костюмах. Они предъявили удостоверение военной разведки, однако Альварес позже проверил номера. Такие удостоверения не существовали ни в одном реестре. Он описал их глаза как слишком большие для человеческого лица и абсолютно неподвижные. Они не моргали за все время разговора, который длился около 20 минут. Альварес заметил это на 3-й минуте и начал считать. Ни один из двоих не моргнул ни разу.
Физиология людей в черном не вписывается в норму ни по одному параметру. Несколько свидетелей замечали, что у визитеров отсутствует естественный румянец. Кожа выглядит как восковая, без малейшего намека на кровеносные сосуды под поверхностью. Женщина из Огайо, которые пришли после наблюдения объекта над ее фермой в 1972 описала, что попыталась пожать руку одному из мужчин при прощании. Рука была холодной и твердой. Она сравнила это ощущение с прикосновением к пластику, а не к живой плоти. Она немедленно отдернула руку. Мужчина никак не отреагировал. Ни мимикой, ни словом. Двигаются они тоже не так, как люди. Несколько очевидцев описывали походку людей в черном как слишком прямую, без естественного покачивания корпуса. Один свидетель из Канады сравнил это с движением манекена на роликах. Ноги работают, но верхняя часть тела остается совершенно неподвижной. В 1979 году фотограф из Британской Колумбии снял двух мужчин в черном, уходящих от дома его соседа. На пленке видно, что их тени падают под углом, не совпадающим с направлением солнечного света. Фотография была опубликована в канадском журнале об аномальных явлениях и с тех пор бесследно исчезла из всех архивов редакции. Исчезновение материалов – идея отдельная закономерность. Записи фотографий, аудиозаписи показаний свидетелей пропадают после того, как становятся известны людям в черном. Иногда до того. Роберт Ричардсон ехал по шоссе в Огайо в 3 часа ночи 23 июля 1967 когда его машина врезалась в светящийся объект, стоявший посреди дороги. Объект исчез при ударе. На бампере осталась небольшая металлическая деталь, которую Ричардсон забрал домой. Через 3 дня к нему пришли двое мужчин в черном. Они не представились, там сразу спросили о металле и потребовали его вернуть. Ричардсон отдал деталь. Через неделю пришли еще двое, другие, и сообщили, что если он хочет, чтобы его жена осталась в безопасности, ему следует забыть об инциденте. Металл к тому моменту уже был отправлен на анализ в лабораторию. Результаты анализа исчезли вместе с образцом. Похожая схема повторилась в 1973 в штате Миссисипи с рыбаками Чарльзом Хиксоном и Калвином Паркером, которые заявили о похищении на борт НЛО у реки Паскагула. Военные допросили их в течение суток. Затем к Хиксону домой явился одиночный визитер в черном костюме, который сидел молча напротив него 20 минут, не задав ни одного вопроса, после чего встал и ушел. Хиксон описывал это как самое пугающее событие из всего инцидента, включая само предполагаемое похищение. Молчаливые визиты фиксировались неоднократно. Человек в черном приходит, садится, смотрит и уходит. Никаких угроз, никаких требований. Исследователь Джон Киль назвал это психологическим давлением через присутствие, демонстрацией того, что тебя видят, знают, где ты живешь и когда ты дома. Эффект устойчивый. Большинство свидетелей после таких визитов прекращали давать интервью и отказывались от контактов с уфологами. В 1976 году профессор Дэвид Симен из Мичиганского университета начал систематизировать показания очевидцев встреч с людьми в черном. Через 4 месяца работы он получил визит 3 мужчин, которые предъявили удостоверение Министерства обороны и попросили передать им все собранные материалы. Симен передал копии, оригиналы оставил у себя. Следующей ночью его офис в университете был вскрыт. Пропали только папки с материалами по людям в черном, ничего больше. Симен подал заявление в полицию, однако дело закрыли через 2 недели без каких-либо результатов. После этого он опубликовал короткую статью в академическом журнале и полностью прекратил исследования. Отдельную категорию составляют случаи, когда люди в черном приходили не к свидетелям, а к журналистам. В 1968 году редактор небольшой газеты в Пенсильвании напечатал интервью с очевидцем наблюдения НЛО. На следующий день в редакцию вошел мужчина в черном костюме, положил на стол редактора чистый лист бумаги и сказал одну фразу: «Продолжение этой темы будет ошибкой». Редактор описал его голос как монотонный, без интонации, как будто слова воспроизводились механически. Мужчина ушел, не дождавшись ответа. Редактор больше не публиковал материалы об НЛО. Что объединяет все эти случаи? Визитеры всегда знают детали, которые свидетель не сообщал никому. Ричардсону назвали точное время аварии до минуты, хотя он не подавал официального заявления. Хиксону процитировали слова, сказанные им жене в закрытой комнате за час до визита. Профессор Симен обнаружил, что мужчины из Министерства обороны знали номера страниц в его рукописи, которую он не показывал никому. Пол Миллер из Северной Дакоты видел НЛО в марте 1948 и, по его словам, стрелял в одно из существ рядом с объектом. Он добрался до города, но следующие несколько часов выпали из его памяти полностью. Когда он пришел в себя, то обнаружил, что сидит в кресле собственного дома, а напротив него стоят 3 мужчин в черном. Они сказали ему, что он ничего не видел. Через 3 дня у Миллера начались сильные головные боли, которые не прекращались несколько недель. Врачи не нашли причины. Он прожил еще 30 лет, но о том, что произошло той ночью, рассказал только однажды.
незадолго до смерти. Случаи резкого ухудшения здоровья после контакта с людьми в черном фиксировались достаточно часто, чтобы стать отдельной темой для изучения. Доктор Хопкинс после визита странного гостя с размазанной помадой описывал сильную слабость, которая держалась несколько недель. Он терял сознание без видимых причин, а его жена и дочь в тот же период сообщали о странных снах с повторяющимися образами черных фигур. Медицинские обследования не выявили ничего. Пилот Томас Мантел погиб в январе 1948-го, преследуя неопознанный объект над Кентукки. Его самолет разрушился в воздухе. Официальная версия – потеря сознания от нехватки кислорода на большой высоте. Однако несколько очевидцев с Земли наблюдали, как объект, которого преследовал Мантел, резко изменил направление и пошел прямо на его самолет за несколько секунд до разрушения. Вдова Мантела рассказала, что за 2 дня до гибели мужа к ним домой приходил незнакомец в темном костюме и просил его отказаться от полетов в ближайшие недели. Мантел не придал этому значения. Капитан Эдвард Руперт, руководивший официальным расследованием инцидентов с НЛО в рамках проекта «Синяя книга», в своих мемуарах описал встречу с 2 гражданскими лицами в черных костюмах, которые явились к нему в офис без предварительной записи и потребовали закрыть несколько конкретных дел без объяснения причин. Они знали номера дел, которые не были занесены ни в один открытый реестр. Руперт написал об этом в рукописи мемуаров, однако соответствующая глава исчезла из опубликованного варианта книги. Рукопись не сохранилась. Журналист Дерри Брайсон из Арканзаса в 1971 опубликовал серию материалов о людях в черном, собрав показания 12 свидетелей. После выхода 3-й статьи он получил по почте конверт без обратного адреса. Внутри находился один лист с напечатанной фразой «Вы уже сказали достаточно». Брайсон продолжил работу. Через 2 недели он попал в автомобильную аварию на пустой дороге. Его машина съехала в кювет без видимой причины. Он выжил, но получил травму позвоночника и провел в больнице 4 месяца. Серию статей он не завершил. В интервью 1984 года он сказал, что не знает, была ли авария случайностью, но знает точно, что больше не хочет это выяснять. Закономерность прослеживается четко. Те, кто получает предупреждение и замолкает, остаются живы. Те, кто продолжает говорить, сталкиваются с чем-то, что заставляет их замолчать уже навсегда. Через болезнь, несчастный случай или исчезновение материалов, без которых их слова теряют доказательную силу. Ни один из задокументированных случаев прямого насилия не был официально связан с людьми в черном. Именно поэтому их методы работают. В сентябре 1976 года к уфологу Тимоти Грину Бекли позвонил незнакомец и попросил о встрече. Бекли согласился. Мужчина пришел в назначенное время. Черный костюм, черная шляпа, бледное лицо. Он сел, положил на стол небольшой металлический предмет, похожий на диктофон, и сказал, что хочет поговорить о публикациях Бекли. Затем замолчал на несколько минут, глядя в одну точку. Бекли спросил, работает ли устройство на столе. Мужчина ответил, что не знает. Потом спросил у Бекли, что такое усталость. Бекли объяснил. Мужчина кивнул, встал и ушел, забыв предмет на столе. Когда Бекли взял его в руки, тот рассыпался в мелкую металлическую пыль. Этот случай выбивается из общей схемы угроз и давления. Часть встреч с людьми в черном не содержит никаких требований, только присутствие, странные вопросы и предметы, которые исчезают или разрушаются. Исследователь Питер Брантон, собравший более 150 задокументированных случаев к 1980 году, разделил их на 3 типа: визиты с угрозой, визиты с изъятием материалов и визиты без очевидной цели. 3-й тип встречался реже всего и пугал свидетелей сильнее 2 других. В 1964 году женщина по имени Джейн Уорли из Коннектикута описала визит 2 мужчин в черном, которые провели у нее дома около часа. Они не угрожали и не требовали ничего. Они задавали вопросы о повседневной жизни: что она ест, сколько спит, есть ли у нее домашние животные, какой у нее распорядок дня. Записывали ответы в небольшие блокноты. В конце один из них спросил, испытывает ли она когда-нибудь беспричинный страх. Когда она ответила утвердительно, оба переглянулись. Это было единственное живое движение за весь час. Уорли сказала, что этот обмен взглядами напугал ее больше всего разговора. В 1978 в небольшом городе в Уэльсе несколько жителей, независимо друг от друга, сообщили о высоком мужчине в черном, который несколько дней ходил по улицам и смотрел на дома. Он ни к кому не подходил и ничего не говорил. Местная полиция получила 3 заявления, провела проверку и не нашла ничего противозаконного. На 4-й день мужчина исчез. Именно в те же дни сразу 4 жителя города независимо сообщили о наблюдении светящихся объектов над близлежащими холмами. Связь между этими событиями полиция в своем отчете не упомянула. Итальянский исследователь Альберто Туричи в 1982 систематизировал европейские случаи и обнаружил устойчивую географическую закономерность. Люди в черном появлялись в радиусе 30 километров от каждого крупного задокументированного наблюдения НЛО в течение 72 часов после инцидента.
Без исключений выборки из 43 случаев за период с 1950 по 1980. Туричи опубликовал результаты в итальянском журнале об аномальных явлениях. Редакция получила письмо от анонимного юридического представителя с требованием опровержения. Журнал опровержения не напечатал. Через 3 месяца он прекратил существование из-за финансовых проблем, которые возникли внезапно и без видимых причин. Люди в черном появляются не только после наблюдений НЛО. Несколько задокументированных случаев связаны с людьми, которые случайно сфотографировали объекты, не осознав этого сразу. Фермер из Айовы в 1973 снимал закат и обнаружил на проявленной пленке размытый светящийся объект в верхнем углу кадра. Он показал снимок соседу. На следующий день к нему пришли 2 в черном и попросили все копии фотографии. Он отдал 3, 4 спрятал под половицей в сарае. Когда через год он решил ее достать, она исчезла. Половица была не тронута. Фрэнк Эдвардс был одним из самых известных американских радиожурналистов, который открыто говорил об НЛО в прямом эфире в 50-х и 60-х. Его программу слушали миллионы. В 1966 он закончил книгу о летающих тарелках, которая стала бестселлером. Через год, в день открытия крупнейшей уфологической конференции в США, Эдвардс умер от сердечного приступа. Ему было 52 года. Незадолго до смерти он рассказывал коллегам, что за ним следят и что несколько раз замечал одних и тех же людей в темных костюмах рядом со своим домом. Морис Джессоп был астрофизиком и автором нескольких книг об НЛО. В 1955 он получил по почте экземпляр своей собственной книги, испещренный рукописными пометками 3 разных людей, которые, судя по содержанию, обладали детальными техническими знаниями о внеземных технологиях. Военно-морской флот США заинтересовался этим экземпляром настолько, что напечатал его ограниченным тиражом для внутреннего использования. В 1959-м Джессоп был найден мертвым в своей машине. Смерть была классифицирована как самоубийство. Коллеги утверждали, что незадолго до гибели он говорил о людях в черном, которые следили за ним несколько недель, и о том, что собирается опубликовать нечто, что изменит все. Рукопись, о которой говорил Джессоп, не была найдена. Филипп Шнайдер работал геологическим инженером на засекреченных правительственных объектах и в середине 90-х начал выступать на публичных лекциях, утверждая, что лично участвовал в строительстве подземных баз и сталкивался с внеземными существами. На его лекции приходили сотни людей. В январе 1996 он был найден мертвым в своей квартире в Портленде. Официальная версия – самоубийство. Однако положение тела и характер травм заставили несколько независимых судебно-медицинских экспертов публично усомниться в этой версии. За несколько месяцев до гибели Шнайдер рассказывал на лекциях, что люди в черном трижды пытались столкнуть его машину с дороги и что его квартира была вскрыта в его отсутствие, пропали только документы и фотографии, связанные с его работой на засекреченных объектах. Дороти Килгаллен была известным американским журналистом и телеведущей. В 1955-м она опубликовала статью, в которой утверждала, что британское правительство располагает обломками НЛО и телами пилотов. Источник она не раскрыла. В последующие годы она продолжала расследовать эту тему параллельно с другими громкими делами. В ноябре 1965-го Килгаллен была найдена мертвой в своей спальне. Официальная причина – случайная передозировка алкоголя и медикаментов. Ее личные записи и рабочие архивы исчезли в течение нескольких часов после обнаружения тела, до того, как полиция успела их описать. Закономерность в этих случаях одна – люди, которые располагали конкретными доказательствами или источниками, умирали. Люди, которые располагали только словами, оставались живы, но замолкали. Разница между первой и второй категорией проходит ровно по одной линии – наличие материалов, которые можно было бы предъявить публично. Исследователь Джим Марс, изучавший эти случаи в 90-х, подсчитал, что из 27 наиболее известных американских уфологов и журналистов, активно работавших в период с 1950 по 1980, 14 умерли при обстоятельствах, которые их коллеги считали подозрительными. Ни одно из этих дел не было официально пересмотрено. Ни в одном из них люди в черном не были упомянуты в материалах расследования, хотя в нескольких случаях родственники погибших сообщали об их визитах в последние недели жизни. Стирание происходит методично и без спешки. Сначала исчезают материалы, потом замолкают свидетели, потом уходят люди. Дэн Акерман из Висконсина открыл дверь своего дома в феврале 1983-го и увидел 2 мужчин в черных костюмах. Первое, что он заметил, их глаза. Не цвет и не форму. Отсутствие зрачков. Радужная оболочка была однородно темной, без какого-либо разделения на зрачок и радужку. Акерман смотрел на них несколько секунд, прежде чем один из мужчин заговорил. Он сказал, что они пришли поговорить о том, что Акерман видел над озером 3 дня назад.
Акерман никому об этом не рассказывал. Он впустил их, потому что не смог придумать причины отказать. Позже он объяснял это ощущением легкого оцепенения, которое прошло только после того, как они ушли. Глаза без зрачков – одна из наиболее устойчивых физических характеристик в показаниях свидетелей разных стран и разных десятилетий. Женщина из Австралии в 1974, фермер из Бразилии в 1981, учитель из Японии в 1989. Все трое описывали одно и то же – темные глаза без видимого зрачка и ощущение, что смотреть в них физически некомфортно, как будто взгляд не находит точки опоры. Японский случай особенно детально задокументирован. Учитель средней школы по имени Хироши Танака наблюдал светящийся объект над горой Фудзи в октябре 1989 вместе с двумя учениками. Через 2 суток к нему домой пришел один мужчина в черном. Танака был достаточно методичен, чтобы сразу после визита записать все детали. Его записи сохранились и были опубликованы Японским уфологическим обществом в 1992. Согласно этим записям, мужчина говорил по-японски без акцента, однако строил фразы грамматически правильно, но неестественно, как человек, который выучил язык по учебнику и никогда не слышал живой речи. Глаза Танака описал как полностью темные, без белков по краям, занимавшие, казалось, больше места на лице, чем должны были. Мужчина не моргнул ни разу за 20 минут разговора. Когда Танака прямо спросил его, кто он такой, тот ответил: человек, у которого есть к вам вопросы. Больше он ничего о себе не сказал. Нейробиолог Карен Мерфи из Университета Колорадо в 1995 году опубликовала небольшое исследование, в котором проанализировала физиологические описания людей в черном из 42 задокументированных случаев. Она установила, что описания глаз, кожи и двигательных паттернов в разных случаях совпадают с точностью, которая статистически исключает случайность. Либо все свидетели описывают одно и то же существо, либо они все читали одни и те же источники. Однако в большинстве случаев свидетели не имели доступа к материалам друг друга на момент своих показаний. Мерфи предположила, что речь идет о биологически однородной группе существ с аномалиями пигментации и нейрологии зрительной системы. Ее статья была опубликована в небольшом журнале и не получила широкого распространения. Сама Мерфи отказалась от дальнейших комментариев по этой теме вскоре после публикации, сославшись на желание сосредоточиться на других исследованиях. Акерман из Висконсина после ухода визитеров провел у окна около часа. Машины на улице не было, хотя до ближайшего жилья от его дома было больше 3 километров по проселочной дороге. Он вышел на крыльцо и посмотрел на снег. Следы от входной двери обрывались в 2 метрах от порога. Дальше снег был нетронутым. Отсутствие следов фиксировалось в нескольких случаях. Зимой на снегу, летом на влажной земле, один раз на слое пыли в заброшенном здании, куда визитер вошел на глазах у свидетеля. Это не вписывается ни в одну версию о правительственных агентах. Люди весом в 70-80 килограммов оставляют следы на снегу. Всегда. Кроме тех случаев, когда они не совсем люди. Шерри Дрейфус проснулась в 3 часа ночи 12 сентября 1987 от ощущения, что в комнате кто-то есть. У кровати стояли двое. Черные костюмы, бледные лица, темные глаза. Она не кричала. Позже она объясняла это тем же оцепенением, которое описывали другие свидетели. Один из них наклонился к ней и сказал тихо и без интонации: «Вы видели то, чего не должны были видеть. Следующий раз будет последним предупреждением». Затем они исчезли, не вышли из комнаты. Просто перестали быть в ней. Дрейфус лежала, не двигаясь до рассвета. Дверь в ее спальню была заперта изнутри, окна закрыты. За 2 недели до этого она наблюдала зависший над полем объект в форме диска с юга Огайо. Объект висел неподвижно около 4 минут, затем исчез со скоростью, которую она описала как мгновенную. Она рассказала об этом только мужу, больше никому. Случай Дрейфус стал одним из нескольких задокументированных случаев, когда люди в черном появлялись не у входной двери, а непосредственно внутри закрытого помещения. В 1979 году фермер из Миннесоты по имени Гарри Олсон обнаружил 2 мужчин в черном, сидящими за его кухонным столом утром, когда спустился завтракать. Все двери были заперты. Собака, которая спала у порога, не издала ни звука. Мужчины сидели прямо и смотрели на него. Один из них указал на стул напротив. Олсон сел. Они провели с ним около получаса, задавая вопросы о наблюдении, которые он сделал за 5 дней до этого. Когда он попытался встать в середине разговора, не обнаружил, что не может пошевелиться. Паралич прошел в момент, когда один из мужчин слегка качнул головой. После их ухода Олсон просидел за столом еще 2 часа, прежде чем смог позвонить жене на работу. Способность людей в черном вызывать временный паралич фиксировалась в 18 задокументированных случаях. Механизм неизвестен. Ни один из свидетелей не описывал физического контакта, предшествующего параличу. Просто в какой-то момент тело переставало слушаться. Но самый задокументированный и детально описанный случай произошел не в США. В августе 1991 года итальянский физик Карло Вентури находился на исследовательской станции в Альпах.
В 2 часа ночи его разбудил коллега. Над станцией висел светящийся объект. Вентури сфотографировал его 7 раз на профессиональную камеру. Объект исчез через 3 минуты. Утром Вентури проявил пленку. Все 7 кадров с объектом были засвечены, остальные снимки той же пленки оказались нетронутыми. Через 48 часов в дверь станции постучали. 2 мужчин в черном предъявили удостоверение итальянского военного ведомства. Вентури немедленно проверил их подлинность по телефону прямо при них. Удостоверения оказались настоящими. Мужчины изъяли пленку, записи и личный дневник Вентури за последние 2 недели. Выдали официальную расписку. Вентури сохранил копию расписки и обратился в военное ведомство с запросом. Ведомство ответило, что не направляло никаких сотрудников на его станцию в указанную дату и что удостоверения с такими номерами не существует. Расписка, которую Вентури держал в руках, была напечатана на бланке с подлинной гербовой печатью. Вентури опубликовал этот случай в итальянском научном журнале в 1993-м, приложив копию расписки. Журнал получил официальное письмо от военного ведомства с требованием изъять номер из обращения. Журнал отказал. Через месяц главный редактор подал в отставку по личным причинам. Его преемник публикацию не переиздавал. Расписка с гербовой печатью несуществующего подразделения до сих пор хранится у Вентури дома. Он жив. Он больше не дает интервью. В 1997 году Министерство обороны США рассекретило часть документов проекта «Синяя книга». В материалах упоминались случаи визитов к свидетелям НЛО со стороны неустановленных лиц в темной одежде. Формулировка была осторожной. Лица, не являющиеся сотрудниками известных ведомств. Не агенты, не представители спецслужб. Просто неустановленные лица. Это единственное официальное признание их существования в правительственных документах США. Ответ на вопрос, кто они такие, в этих документах отсутствует. Зато присутствует кое-что другое, соответственно, внутренняя переписка офицеров проекта, в которой они сами задавали тот же вопрос и не находили ответа. Один из офицеров написал в докладной записке 1962 года, что визитеры, о которых сообщают свидетели, не соответствуют ни одному известному оперативному профилю ни одной американской или иностранной спецслужбы, и добавил одну фразу, которая в контексте официального военного документа звучит неожиданно. Их происхождение требует отдельного расследования. Расследование, если оно и было начато, в рассекреченных материалах не отражено. Версия о правительственных агентах не работает по одной простой причине. Правительства сами не знают, кто эти люди. Это подтверждается не только американскими документами. В 1984-м британское министерство обороны получило серию запросов от граждан, сообщавших о визитах мужчин с удостоверениями военного ведомства. Министерство провело внутреннюю проверку и установило, что ни один из описанных визитов не был санкционирован. Результаты проверки были засекречены и частично рассекречены только в 2009-м. В сопроводительной записке к рассекреченным материалам значилось, личности визитеров установить не удалось. Итого, по обе стороны Атлантики 2 крупнейших военных ведомства мира в разные годы, независимо друг от друга, пришли к одному выводу. Люди в черном существуют, но кто они, неизвестно. Что известно точно, это результат их работы. За 7 десятилетий задокументированных случаев ни одно значимое доказательство существования внеземных объектов не вышло в публичное пространство через свидетелей, получивших их визит. Материалы исчезают, свидетели замолкают, журналисты останавливают расследования. Ученые меняют тему исследований. Редакторы уходят в отставку. Механизм работает без сбоев и без публичного следа. Последний задокументированный случай, получивший широкое распространение до того, как был подавлен, произошел в 2006 году в Канаде. Инженер из Британской Колумбии по имени Стивен Маккой снял на телефон объект над городом Суррей и разместил видео в интернете. За 12 часов оно набрало около 80 тысяч просмотров. Затем было удалено администрацией платформы по запросу, источник которого платформа не раскрыла. Маккой рассказал на форуме, что на следующий день к нему пришли 2 в черном и попросили удалить все копии. Он сказал, что копий нет, они ушли. Через 3 дня его аккаунт на всех платформах был заблокирован одновременно. Его попытки восстановить доступ не дали результата. Провайдер сообщил ему, что его учетные данные не существуют в системе, как будто аккаунтов никогда не было. Если вам интересно, как далеко могут зайти мужчины в черном в своих уловках, загляните на наш сайт whiteori.com. Там вас ждут еще более захватывающие истории и статьи, которые не удалят ни за что. Ссылка в описании. Не упустите шанс. Вопрос из начала этой истории звучал просто. Кто такие люди в черном на самом деле? Правительства 2 крупнейших военных держав мира ответили на него официально и письменно. Мы не знаем.
Физиология, поведение и возможности, которые описывают свидетели на протяжении 70 летий на 6 континентах, не соответствуют ни одному известному типу человеческой организации. Они появляются раньше, чем свидетели успевают заговорить. Они входят в закрытые комнаты без следов. Они держат в руках удостоверения несуществующих ведомств с подлинными печатями. Они знают то, что не могли знать. Карло Вентури до сих пор хранит расписку с гербовой печатью подразделения, которого не существует. Это единственное сохранившееся материальное доказательство их визита за все 7 десятилетий задокументированных случаев. Одна бумага на сотни встреч — это не случайность, это результат.